Hello, вы на канале Мой Флакон, меня зовут Слава, и хочу дальше продолжать вас знакомить с моими парфюмерными животными, которые живут в моем парфюмерном шкафу. Это также компания Zoologist, и первый аромат, который я бы хотел бы вам показать, это Жук-Скоробей. Это аромат 2022 года, один из самых последних их ароматов. Вот так он выглядит. Такой египетский жучок. Также изображение, фон флакона, также посвящено Египту. Экстракт де парфам, здесь концентрация ароматических веществ. Чем же мне он пахнет? Он пахнет винтажно. Знаете, таким винтажом в стиле Шанель номер 5. Что такое винтажные ароматы? Это ароматы, которые создавались задолго до нашего времени. К примеру, там 40-е, 50-е, 20-е годы прошлого столетия. То есть эти ароматы были популярны и пользовались спросом в то время. Здесь интересные ноты. Здесь пахнет сливой, вином красным, лотосом. Также здесь, конечно же, есть животные ноты цибетина. Так как цибетин раньше использовали в те времена, вот как раз нота цибетина дает вот эту винтажность. Конечно же, здесь есть мускус. Он такой, знаете, бальзамический. Очень сильный аромат. Я считаю то, что с ним нельзя злоупотреблять. То есть это где-то 2-3 пшика, не больше. Он шлейфовый, он очень диффузный. И этот аромат также подойдет и для женщин, и для мужчин. Однозначно, он унисексовый. Но, скорее всего, для молодых людей возрастом до 30 лет он вообще не понравится, так как он пахнет именно, знаете, вот винтажно. И он на любителя. Его надо обязательно, конечно же, тестировать перед покупкой. Следующий аромат очень интересный. Это тоже новинка этого бренда. Это корова. Здесь представлена нота молока. То есть я до этого аромата вообще ни разу не нюхал ароматы с нотой молока. И этот аромат для меня именно, знаете, очень нежный, уходовый. Он больше подойдет, я думаю, для девушек, для женщин. Здесь вот такая картинка. Яблочки, банка молока, зелень, цветочки. И вот он вот этим как раз вот пахнет, что изображено вот здесь. Он такой весенний аромат. Прекрасно подойдет на лето. Он никого не задушит. Он очень такой деликатный аромат. Реально пахнет вот таким каким-то уходовыми средствами, кремами, там, к примеру, для лица, для рук. Он такой, к примеру, я на себе его не вижу. Мужчинам он, скорее всего, не подойдет, но очень рекомендую для девушек. То есть он реально интересный аромат, цветочный, молочный, он необычный. Если вы хотите выделиться из толпы, вот этот аромат идеально подойдет. Он не удушливый, кстати. То есть вы можете хоть там 20 пшиков на себя нанести, но вы никого не задушите этим ароматом. Следующий тоже аромат, это тоже новинка этого года. В основном вот эти ароматы это новинки этого бренда. Это кокотель, это такая птичка смешная, похожа чем-то на попугая. Вот так она выглядит в раскрытом варианте. Здесь какие-то как конфетки лимонные. Здесь представлена
нота малины. И я люблю ноту малины, на самом деле, в ароматах. Здесь именно малина не ягода, а малина, листья малины. Да, вот знаете, когда вы собираете малину, все-таки малина, она так ярко пахнет, сладко, ягодно, а здесь все-таки больше такой зеленый подтекст малины, пахнет именно кустом, именно вот этими стеблями, древесно немножечко, зелено. Также здесь представлен аромат шампанского, но шампанское я здесь на самом деле не слышу. Не слышу. Может быть, какую-то именно кислинку, которая дает шампанское. Здесь это есть, это кислинка. Но для меня эта кислинка больше такая, знаете, как лимонная. Именно вот эти лимонные конфеты, вот именно пахнет вот этими лимонными конфетами. Тоже интересный аромат, но этот аромат, я считаю, он унисексовый, он подойдет для мужчин и для женщин. Он такой немного цитрусовый, он интересный, он необычный. И он никого не задушит. То есть он не сильно диффузный, у него нету особого такого шлейфа. Такой деликатный, приятный аромат. Почему бы и нет? Кто любит цитрусы, кто любит какие-то зеленые такие ароматы, вот он реально подойдет. Вам всем спасибо за то, что вы смотрите наши видео. Напишите, пожалуйста, если, возможно, у вас есть какие-то ароматы марки Zoologist. Мне будет интересно почитать ваши комментарии. Интересно, какими вы ароматами пользуетесь этой марки, так как это редкий бренд, и не все могут найти и купить этот бренд. Всем спасибо за просмотр, вам хорошего настроения, хорошего вечера, хорошего дня. Goodbye.